Начал на камеру сейчас. Друзья, приветствую всех. Рады приветствовать на канале Supreme Lab. И сегодня у нас такая вот трансляция, очень интересная, да, вместе с Пумой. Сегодня мы будем рассказывать про наш марафон, который у нас состоится буквально через несколько дней. И мы приветствуем вас на этом марафоне. Сейчас пару минут мы подождем, пока все соберутся. Вот, и не выпьем, торопимся. Да, не торопимся, выпьем. За любовь, конечно. Конечно же. Итак, сегодня мы поговорим на тему... Итак, сегодня у нас очень интересная тема, которая связана с сезоном, который мы с вами сейчас проживаем. И весенняя пора обусловлена определенными процессами природными. И в связи с этим у нас возникла такая прекрасная идея о том, что можно совместить wellness-концепцию и концепцию, связанную с природными циклами, и все это уместить в рамки wellness-квеста, о котором мы сегодня и поговорим, и расскажем. Но прежде всего, конечно же, хотелось бы прояснить некоторые моменты. Почему именно сейчас всем потребовалось. Да. Итак, мы представляем такое направление, как холистическая медицина, и мы немного поговорим о том, чем отличается холистическая медицина от обычной медицины. И на неделе на Supreme Week мы будем рассматривать разные направления холистического подхода к организму и как эти подходы можно максимально применить для себя, для того, чтобы получить лучший результат в спорте, в семье, на работе, в любви и, конечно же, в счастье. Итак, для того, чтобы нам отталкиваться от холистической медицины, нам нужно понять, какие бывают вообще виды медицины. И вообще обычно бывает обычная медицина, которая связана непосредственно с медициной, которая работает со следствиями, лечит. Есть холистическая медицина, которая воспринимает человека целостно, непосредственно как единое целое, в котором все части влияют друг на друга. И все взаимосвязано. Да. И холистическая медицина, она не лечит, а непосредственно дает возможность восстановить ресурсы организма для того, чтобы эти ресурсы потом организм сам мог применять для восстановления. Правильно? Все верно, да. И в целом при выборе каких-то направлений мы всегда ориентируемся на то, чтобы методика была целостной. И именно поэтому мы связаны и работаем с методиками, такими как китайская медицина, прикладная кинезиология, даосские практики. Это все-таки сложные слова, и мы собрали это в единый такой, можно сказать, объем информации. Я сейчас скину ссылку, чтобы все-таки был кто-то у нас на трансляции. Вот. Этот единый объем информации мы назвали как философия холистической медицины. Что это значит? Дело в том, что для того, чтобы нам управлять своим организмом, помогать ему восстанавливаться, необходимо непосредственно понимать, как он работает, как работают все наши взаимосвязи в нашем теле. И таким образом мы сможем помочь быстро войти в ресурс и повысить так называемую сопротивляемость. Да, сопротивляемость организму в внешней среде. Это очень важно. Итак, я надеюсь, ссылка уже пошла. Сейчас я еще сделаю пару таких рассылочек, чтобы мы могли непосредственно пригласить еще людей, конечно же. Так, немного вот туда. Да, трансляция – это всегда такая неожиданность, поэтому извините за то, что мы, возможно, не так быстро все делаем, но мы учимся, и, я надеюсь, у нас все будет получаться все лучше и лучше.
Итак, у нас с вами холистический подход к медицине, и мы хотели бы его представить на нашей неделе, wellness-неделе, да? На нашем Wellness Week, На в нашем весеннем квесте. Wellness Week. Мгм. И чем отличается холистическая медицина? Холистическая медицина имеет свою философию. Ну, к Мгм. примеру, философия – это такой фундамент, который позволяет вам широко видеть непосредственно и увеличивать результативность своих действий. Да? Мгм. Да. Что входит в холистическую медицину, которую мы будем давать на нашем Wellness Week? Это, первое, понимание сезонности. Сезонности, так как каждый сезон отвечает за определенный орган, то есть связан с определенным органом. И, допустим, весна, она связана с печенью, желчным пузырем. Лето связано с созреванием, это сердце, тонкий кишечник. Осень у нас это сбор урожая, и это у нас элемент металла, а межсезонье – это элемент земли. Осень связана с легкими и толстым кишечником. Мгм. И почему я об этом делаю акцент такой? Потому что каждый сезон, он связан с какими-то вопросами, которые могут возникать с этим органом. Правильно? Да. И весной, весна – это период роста, и период элемент дерева – это наша печень и желчный пузырь. И на нашем Wellness Week мы будем обсуждать разные варианты помощи нашей печени, нашему желчному пузырю, как можно восстановить эти два органа, как можно, с чем связаны проблемы органов, и как можно вообще максимально за неделю помочь себе в улучшении работы этих органов. Мгм. Да, Серж? Да, давай не будем торопиться, мы прям хотим сразу все рассказать, всю правду. Ну, конечно. Вот. Но хотелось бы, на самом деле, сейчас чуть-чуть выдохнуть и сконцентрировать внимание именно на вот этом вот текущем сезоне. Несмотря на то, что мы живем в достаточно жарком тропическом климате, где очень сложно отслеживать сезонность, где всегда, можно сказать, и весна, и лето одновременно. И единственное, что сейчас ярко отличает этот сезон у нас в Таиланде, это буйное цветение, да, то есть достаточно много цветов, много фруктов созревает, и поэтому мы ориентируемся. Но правда, можно даже и несмотря на это, несмотря на то, что сезонность не так хорошо отслеживается, а, мы ориентируемся на состояние. И вот уже на протяжении нескольких лет, что мы здесь живем, да, в Таиланде, мы провели такую определенную закономерность по своему состоянию, по своему состоянию самочувствия и по тем вопросам, с которыми обращаются к нам люди. Они, как правило, так или иначе сходятся, да, что, например, сейчас в весеннем периоде люди приходят с вопросами, которые так или иначе состояния такие фрустрации, могут быть какие-то состояния такой нетерпимости, гневливости, да, вот, все Ну, то, что конечно. Все, всё что связано с элементом дерева по китайской медицине. да, и, соответственно, дисбаланса такого органа, как печень И желчный пузырь. и желчный пузырь. И мы, конечно же, хотим особое внимание уделить именно этому органу на ближайшем нашем мероприятии, о котором сегодня мы, в частности, говорим и рассказываем, поскольку есть определенные методы, практики, которые именно способствуют улучшению состояния конкретно этого органа. И поскольку все циклично, все взаимосвязано, то логично подходить к этому вопросу А последовательно. знаешь почему? Мгм. Потому что если решить вопрос с печенью, то есть улучшить ее работу, то следующий сезон, который будет связан с тонким кишечником и сердцем, он пройдет на высшем уровне. Потому что Мгм. если не хватает энергии в печени, например, Мгм. а энергия в печени связана с питанием, с Мгм. эмоциями, то, скорее всего, сердце будет также недополучать чего-то. Мгм. Вот.
Да. Вот как мы можем, ну, для того, чтобы наши зрители могли отследить состояние текущего здоровья, да, и сказать, что вот эти симптомы, они связаны непосредственно с текущим состоянием той же печени, да, раз мы сейчас вот Мгм. этот орган рассматриваем. Что может говорить человеку о том, что нужно уделить внимание, обратить внимание на состояние своей печени, Мгм. своего желчного, и можем ли мы дать сейчас какие-то рекомендации, или мы сможем выдать уже такую последовательную механику Мгм. на нашем марафоне? Ну, первая печень, она открывается в глазах, то есть это глаза и состояние глаз. Пожелтение глаз — это сразу можно говорить о том, что есть вопросы какие-то с печенью, это первое. Мгм. Второе — это сон, как ни странно. Если человек засыпает хорошо, а просыпается ночью, Мгм. это значит, что есть вопросы с желчным пузырем либо с печенью. Почему? Как опять же мы говорили, что есть определенная цикличность, есть Мгм. годовая цикличность, а есть цикл дня. И если человек находится в каком-то дисбалансе, то часы печени — это время нашей ночи. Вот. С часу. Да, получается, с 23 это начинается желчный Мгм. период, и до ночи, соответственно, это у нас идет после желчного 2 часа, и потом еще 2 часа идет печень. То есть с Вот. 23 до 3 часов утра. Это у нас идет, Желчная да, печень. это у нас Мгм. идет элемент дерева. Да. В этот период происходит детоксикация организма, и если есть какие-то вопросы, ну, скорее всего, такие вопросы и такие проблемы возникают у людей, у которых уже какие-то есть хронические дисбалансы, например, ну, человек долгое время неправильно питался, Мгм. вот, и у него накопился стресс, и, соответственно, у него уже идет, он ночью просыпается, идет в холодильник, такое тоже бывает, да, либо он не может заснуть потом. И меня часто спрашивают именно по поводу сна, как наладить сон. В первую очередь нам нужно наладить работу печени, тогда сон будет восстанавливаться. Мгм. Есть просто разные нарушения сна, но вот именно такое просыпание — это знак того, что нужно работать с печенью. Да, потому что сама по себе печень редко когда что-то о себе говорит. То есть она не болит, да, Ну, болит, даже уже в тяжелых стадиях. ну, болит она, может болеть именно в тяжелых стадиях, когда возникает какой-то уже сильный перекос, Мгм. воспалительные какие-то процессы. Но мы сейчас говорим о том, как мы можем наладить непосредственно, да, то есть у нас еще нет такого сильного дисбаланса, сильных таких хронических воспалительных процессов. Вот. Ну, человек чувствует какие-то недомогания. Печень может давать слабость. Мгм. Если печень недополучает определенного питания, мы будем говорить об этом более подробно, допустим, печень не получает белка, то возникает непосредственно недостаток энергии. Отлично. Теперь у меня вопрос технический. Да, Вот у нас трансляция, которая была запланирована, да, она да, как бы уже закончилась. У мгм, нас уже теперь следующая да, трансляция, да? да. И она будет сохранена как? Да, она будет сохранена, мы потом сможем исправить ее, То есть если что. кто-то, если увидит сейчас, это на удачу, да, Да, получается? это на удачу. Я сделал рассылку, ты можешь сделать рассылку тоже. Вот этой трансляции, которая идет. Вот. Но это технические, короче, вопросы, поэтому можно ее поменять. Мгм. Какие-то еще будут вопросы? Прекрасно. Какие-то еще будут вопросы? Да, про холистическую медицину чуть-чуть ты начал говорить Да. в предыдущей трансляции, видимо, Нет, я в этой же в этой уже, говорил, да? да. О том, что мы говорим про целостный подход. Окей. В целостном А, подходе просто есть определенные такие параметры, на которые мы будем опираться в течение этой недели. И в целом, когда мы говорим и принимаем у себя людей, помогая им восстанавливать свое здоровье, мы работаем по определенной схеме. Мгм. И эта схема, она выработана в течение вообще моего обучения, твоего обучения и в течение нашей работы около больше 10 лет мы этим занимаемся. Мгм. И эта схема, эта философия, она включает в себя несколько параметров. И мы говорили про Мгм. цикличность, да, Да, природную природную цикличность. цикличность. И следующий такой фундаментальный, можно сказать, подход — это
фундаментальный подход – это 3 составляющие нашего здоровья. Триада здоровья. Триада здоровья – это эмоции, биохимия и наша структура. Следующим этапом, холистической частью нашего подхода является диета по 3 типам метаболизма. Диета по 3 типам метаболизма, она, соответственно, помогает нам быстро наладить метаболизм и общее состояние Да. здоровья, да. И в целом, что мы можем обычно для того, чтобы определить наверняка тип метаболизма, мы используем специальные цветовые такие пластины, да, которые мы можем показать. И Но так как у нас неделя это будет онлайн, мы будем давать общие рекомендации, и по описанию человек также может определить свой тип метаболизма, допустим, по той же ладони. И в целом по общим таким направлениям мы будем делать такие тесты с теми, кто будет участвовать, и помогать им определить на дистанции. А так, конечно же, у нас 2 вида приемов. Самое главное – это прием офлайн, когда мы работаем непосредственно с мышечным тестом. Это еще один фундамент холистической медицины – это мышечный тест. И через мышцу мы как бы входим в организм и можем узнать очень многое о том, какие вопросы могут возникать у человека. Да, соответственно, итак, мы перечислили цикличность, годовую цикличность энергии в течение дня. Мы будем говорить более подробно о 3 составляющих здоровья, о структуре, биохимии и эмоциях. И это все теория. И, конечно же, кроме теории у нас будет еще и практика, да? Практика в чем будет заключаться? Практика будет заключаться, что мы каждый день будем давать методы, которые будут соответствовать структуре. Это будут определенные практики, связанные с цигун, с медитацией, с дыханием. Также у нас будут практики с эмоциями. Мы будем медитировать, балансировать свой ум. Мы также будем читать аффирмации, которые непосредственно будут помогать работать с печенью, потому что печень – это такая, может быть, негативная эмоция, как гнев. Однако печень – это энергия. Энергия печени двигается во все стороны. И если она циркулирует хорошо, то гнева не возникает. Если есть какие-то нюансы в питании, в каком-то, например, эмоциональном состоянии, либо в структуральном положении печени, и также у нас будут миофасциальные практики и висцеральные практики на нашей неделе. Это будет все помогать работе нашей печени, и, соответственно, вы будете получать хороший результат. То есть философия и практика будут идти рука об руку. Да. И даже если у нас возникают какие-то эмоции, которые мы привыкли называть негативными, это не значит, что мы будем учиться не испытывать негативные эмоции. Мы будем учиться сублимировать, то есть трансформировать эти эмоции, переводить их в жизненную силу. И в этом суть даосской практики, в том, чтобы любые эмоции, которые у нас возникали в нашем сознании, да, так скажем, и поскольку любая эмоция – это сигнал нашей души, реакция на внешние события, то наша задача отслеживать эти эмоции и научиться узнавать в моменте конкретные эмоции и проводить параллели, где, в каком органе, какая эмоция может в тот или иной момент, в любой момент, застревать, так сказать. И когда мы научились отслеживать, когда мы имеем прикладные методы для того, чтобы эти эмоции трансформировать, то есть определенные техники в виде целительных звуков, в виде внутренней улыбки из даосской йоги, которые мы можем в моменте применять, и это знание будет очень полезно вам, да всем людям вообще в текущей жизни, не только в рамках конкретного сезона, но и на все последующие сезоны мы также сможем использовать эту технику. Конечно, Да. все техники, которые мы будем использовать, они также могут использоваться
в другие сезоны просто делается акцент в этом месяце на печень и желчный пузырь. Да, и если говорить непосредственно про печень и желчный пузырь, да, хоть это такая анатомическая составляющая, но поскольку мы должны учитывать эту сезонность, мы будем говорить об определенных методах, которые будут учитывать не только эмоциональную составляющую, но и биохимическую. Да, Да? дело в том, что вот ты Что? правильно заметила, что есть у нас орган, а у нас также есть еще энергетическая составляющая этого органа – это меридиан. То есть Мгм. циркуляция определенной энергии, которая циркулирует между небом и землей в человеке. Соответственно, если эта энергия не циркулирует, например, да, то возникают какие-то дисбалансы. И как мы будем их восстанавливать? Мы будем восстанавливать их с помощью также акупунктуры и Мгм. практик цигун, то есть практик выравнивания. Замечательно. И плюс вы получите Конечно. определенные рекомендации В том числе по питанию, да. по питанию, как привести в баланс внутренние органы, да, в данном случае печень и желчный. Мгм. То есть что мы... Да, самое главное понимать вообще, как работает печень. Печень имеет две фазы детоксикации. По сути, если у печени всего хватает, она сама себя очищает. Мгм. Но мы живем в таком мире, в котором очень много разных воздействий. Какие-то могут быть воздействия. Это могут быть, первые, токсические металлы, которые могут находиться в печени, и их нужно вывести, чтобы печень нормально функционировала. И токсические металлы мы можем получать, так Да, мы скажем, можем откуда угодно. Из получать воды, с из разных взаимодействия источников, да. вообще с любыми предметами, Из так? косметики. Из Да. косметики, ну и там в пище могут они как-то, да? Да, и они могут накапливаться, и их нужно выводить. Мгм. То есть нам нужно понимать, как это делать, и мы это знаем, как это делается. Следующее, это, конечно же, могут быть паразиты. Паразиты сейчас очень сильно развиты, и они находятся в большом количестве пищи, на пище. И если вы, допустим, бываете в странах Азии, в жарком климате, то, скорее всего, вам по-любому нужно проводить антипаразитарную программу. Вот. Мы также будем говорить об этом. Вот. Следующий фактор, который биохимический, который может влиять на печень, это, конечно, употребление двух самых главных продуктов, которые не любят печень, это алкоголь и кофе. И, допустим, когда ко мне приходят, я спрашиваю, как вы вообще питаетесь, как ваша печень, когда мы просто общаемся, мне сразу говорят, я не пью алкоголь, все хорошо. Мгм. А кофе? А кофе каждый день несколько раз. Так вот, кофе напрямую влияет на первую фазу детоксикации печени. И если есть какие-то вопросы, то именно кофе может их усугубить очень сильно. И самое главное, что, о чем мы будем говорить на неделе на нашей, это взаимосвязи. Это еще один фундамент холистической медицины. Это взаимосвязь органа, эмоции, меридиана, мышцы и также позвонка. То есть у нас в организме все связано. Вы чувствуете, что у вас нарушена осанка. Возможно, это вопросы не только лишь в биомеханике, в структурной части нашего здоровья, а также это могут быть, конечно же, вопросы и из биохимии. Почему? Потому что печень, она связана с грудной мышцей. И если есть вопросы с печенью, то грудная мышца может не работать, и плечо будет заваливаться вперед. Соответственно, мы будем проводить также визуальную диагностику с тем, с кем мы будем работать, и давать практики для того, чтобы улучшить вашу, в том числе и осанку, вашу биомеханику. Замечательно. Итак, значит, про треугольник здоровья мы поговорили. Да. Мы сказали про структурную часть, про биохимическую, про эмоциональную. Мы сказали, что мы дадим все практики для того, чтобы сбалансировать
тот орган, о котором у нас сейчас идет речь. И можем ли мы говорить о том, что с помощью лишь работы с непосредственно печенью и желчным у нас может выровняться психоэмоциональное состояние, баланс, уйдет там тревога, стресс или в какой-то степени мы, в принципе, можем об этом заявлять? Но дело в том, что, как я сказал уже, все взаимосвязано в нашем организме. И дело в том, что наша печень по китайской медицине, она, меридиан печени, он взаимосвязан с меридианом перикарда. Перикард – это такой меридиан, который соотносится с нашими надпочечниками. Соответственно, надпочечники – это базовый такой элемент в нашем организме, который дает нам энергию. И если чего-то недополучает печень, то это напрямую влияет на нашу энергию. Соответственно, когда мы наполняем печень, перикард – это огонь, он наполняется энергией и дает нам энергию. Если энергии в печени нету, то, соответственно, и надпочечники наши работают хуже. Поэтому, когда мы говорим о балансе печени, мы говорим о балансе всей гормональной системы, потому что в печени происходит метаболизация всех наших гормонов, а также, допустим, некоторые гормоны там активируются в области печени. То есть печень первична, получается, так? В большинстве случаев, В этом цикле. Когда люди приходят, мы работаем непосредственно с печенью, потому что у многих есть вопросы. У многих есть вопросы с питанием, с выстраиванием питания и вопросы с балансом печени. Потому что если не сбалансировать печень, то все остальное очень сложно сбалансировать. Гормональную систему невозможно сбалансировать без баланса печени. Замечательно. И что, мы, значит, сфокусировались сейчас на том, что за неделю, да, мы хотим как бы придать такое ускорение, перезапустить определенные системы. Да, дело в том, что за неделю это, конечно, очень быстрый срок. Ну, по крайней мере, дать информацию, да, и дать методы. Да, человек может за эту неделю понять методику немного, которую мы обучаем, которую сами следуем. И если он будет регулярно практиковать эту методику, соответствовать, следовать ей, то он получит хороший результат. То есть наша задача дать возможность попробовать эти методы, и дальше человек может выбрать из них, возможно, да, или использовать их как последовательную такую систему и в ежедневном применении в течение, например, ближайшего месяца, потому что у нас осталось месяц весны до лета, попробовать сбалансировать вот именно те системы, про которые мы будем говорить. Каждый будет брать по своим возможностям информацию. Кто-то возьмет какие-то практики, допустим, они понравились ему, кто-то сможет повторить все. И вот эти 7 дней, они сделаны таким образом, что каждый день мы идем и работаем непосредственно с определенной частью треугольника здоровья. То есть первые 2 дня, как мы говорили с тобой, это будет работа с эмоциями, потому что наши эмоции, они влияют напрямую на наше здоровье. И здесь есть опыты Джо Диспенса, которые также описаны на нашем YouTube-канале. Есть видео по поводу этого. Есть такая наука, эпигенетика, которая говорит о том, что непосредственно наши эмоции влияют на наши даже гены. Вот, поэтому мы начнем с баланса наших эмоций, затем мы начнем с дыхания, с баланса нашей энергетики с помощью практики цигун, и затем мы поработаем уже с более плотными структурными техниками и работой с биомеханикой. Каждый человек, он, понятно, что имеет очень много дел, и возьмет из этого всего то, что ему максимально будет комфортно и удобно выполнять каждый день. Возможно, это будет дыхание. Почему дыхание очень важно? Потому что диафрагма, она непосредственно в близости возле печени находится. Если диафрагма зажата, то печень чувствует себя в неудобстве. Вот. Ну, дыхание это так или иначе связано с определенным движением, то есть Конечно, печень массируется таким образом, да, за счет движения диафрагмы, за счет дыхания. И, в принципе, печень любит движение, то есть ей нужна определенная там встряска, так скажем. То есть какие-то вибрационные техники, Конечно. будь то дыхание, будь то там даже легкие какие-то
йогические и цигун движения, это уже будет очень полезно. Да. И в целом, сколько благоприятно выделять времени ежедневно на такую практику? Ну, хотя бы час. Час утром, час вечером. Если нету такого количества, то можно полчаса. Мгм. Если у вас очень загруженный график, вы можете по дороге на работу, учебу выполнять какие-то техники. К примеру, тоже дыхание, задержки дыхания, концентрации, внимание на определенных областях тела тоже будет давать им хороший результат. И самое главное, что мы с тобой не обсудили, как попасть на этот наш ВИК. Попасть Как можно, попасть? По ссылке в описании, скорее да, всего, будет. под эфиром будет ссылка, Да. и вся эта затея у нас будет происходить в Телеграм-канале закрытом. Туда мы будем выгружать лекции, и туда же мы будем выгружать ссылки на прямые трансляции. То есть прямые трансляции мы сейчас отточим и будем их делать ежедневно, видимо, по закрытой ссылке в YouTube, я так подозреваю, Да. потому что не везде сейчас Telegram работает исправно. Да, в общем, у нас эта трансляция такая пробная, и мы сейчас делаем описание, и под описанием к этому видео будет вся информация. Вы сможете попасть на сайт, посмотреть расписание недели нашей и почувствовать, откликается, не откликается, и по сердцу выбрать тот вариант оплаты, который вам будет Части, подходить. да. Да. То есть наша задача сейчас сделать участие в этом квесте максимально доступным для всех желающих, поэтому мы сделали возможность выбора 3 вариантов оплаты, вот, для того, чтобы у человека была возможность поучаствовать при любом сейчас текущем состоянии финансового состояния, да. Поэтому переходите, пожалуйста, по ссылочке под этим видео. Все вопросы, которые у вас возникают, вы можете задать в чат, который будет, опять же таки, В комментарии к этому видео просто можно. в комментарии под этим видео, и на лендинг, на страничке, которая будет привязана собственно, к этому описанию, будет ссылка, переход на администратора Supreme Lab, и туда вы можете, собственно, писать все вопросы. Оно не максимально автоматизировано сейчас, но зато в режиме живого диалога вы можете задать нам все вопросы, интересующие вас. Вы будете первыми, кто проходит этот марафон, этот квест, и, собственно, все сливки достанутся вам как самым первым, самым смелым. Потому что эта методика, она на самом деле очень уникальная, и нету еще такой слаженной методики, которая позволяла бы описать весь холистический подход. Есть, допустим, различные направления